Будешь шпионить или по делу? Сделай для меня одну вещицу. Бывай. Неприятности ищешь? Гроза, мать ее. Ну? К нам записаться не хочешь, Нордлин? Чего хочешь, приблуда? Настоящий ведьмак. Братья мне не поверят. Император поведет нас прямо на Новиград. Дисциплина. Вот чего вам всем не К хватает. нам записаться не хочешь, Нордлин? Аэн Медете. Эстуат Аэсен Новиград.
гостей ищешь? О! Поговори с командиром. Глорь ein Артфиайн. Ну, Отойди. Иглар. Я предупредил. Ты слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Не люди. Император поведет нас прямо на Новиград. Аэн Медета, Эстуат Аэсен, Новиград. Император поведет нас прямо на Новиград. Аэн Медета, Эстуат Аэсен, Новиград. К нам записаться не хочешь, Нордвин? Глория Нартфяй. К твоим услугам. Блядь, бес. Я предупредил. Волне Норде! В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Аэн Медета, Эстуат Аэсен, Новиград. Чего хочешь, приблуда? Император поведет нас прямо на Новиград.
Чего надо? Эссе Йондрайн Айбмекер. Шевелись, плотва. Но! Быстрей! Хоть духота кончилась. Люди добрые! Убивают! Пошла! Люди добрые!
ничего больше взаймы не дам. Ключ потеряла, бабуся. Нет, сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовой коры? Ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает, а все на сковородку пялится, как сорока на ложку. «Одолжи, — говорит бабушка, — отдам с утра». Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Интересно. И что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи, потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно, потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он, должно быть, там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Тело. Понятно, откуда запах.
какие-то документы, сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Что ты сказал?
Золотко. Ничего, ничего. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Вот и бесценная сковорода. Только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгаарцам. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Ах, поджарю-ка я себе на ужин сига. Или окуня. Отойди.
Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые, известные из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды, То будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на Грифона. Крушина мне нужна для приманки. я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого ж здесь хватило денег, чтобы заплатить за Грифона? У капитана Петера хер его знает, как-то там еще. Приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока Грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Да? У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется.
Расскажи что-нибудь о себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Мелителя в Эландере? Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы. Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но когда меня приняли в обитель, мне было 18. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослов. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Мать Неннеки не захотела принять меня обратно. А родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долго я не могла найти себе места, пока не попала сюда. Вот и вся история. Будь здорова. Чертяка змееглазый. Держись от моей семьи подальше. Чертяка змееглазый. Опять мне косули деревца пообщипали. Лишь бы нам солнышко светило. Эй, господин ведьмак! Эй, помогите путнику! Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал
И по делам мне. Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел, и я скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Оружие убери. И смотри. Ну что, паскуда? Следы повозки. Она заехала в болото.
А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Повозка, утыканная стрелами. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. О, так что, нашелся сундучок-то мой? Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Шевелись, плотва. Тихо. Погоди, плотва. Ну что? Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмер. 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства... Нашим ребятам они тоже пригодятся.
У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро. Езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Да? У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. Будь здорова. Да? У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения? Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не все равно.
Да? Будь здорова. Bloody Nördling. Ведьмаки поганые. Здравствуйте. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ты, Мыслов? Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Собаки опаснее волков, не преувеличивай. Говорю как есть. Знаете почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод, а дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да.
Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут в походе. Но избиваются эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Потому умные. Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите. Не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да. Но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия. Волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло. Мы шли нильфгаарцев смотреть. Пойдем. Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже Грифон не приметит. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так.
Будьте здоровы. Добрый день. Нильфгаарцы здесь что-то отмечали, но Грифон их прервал. Земля черная от запекшейся крови. Лагерь? Эти следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаарцы. Гнездо Грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон-самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости и так на всю жизнь. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение. Королевский Грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе.
Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Кто пойдет прыгать по лужам? Глора Нортхайн.
Эссеграйн анке. Вой. Файлон. Ивертайн. К нам записаться не хочешь, Нордлев? Не нравишься ты мне, Седой. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру.
Старуха белье убрала? А старуха белье убрала? Да? У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. Будь здорова. Добрый человек. А вон то поле, по другую сторону реки, оно чье? Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в Лисьем Бару. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Увидимся. Еще чего-нибудь? Может, есть у тебя что интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка. Прощай. Если так и будет лить, у меня саженцы сгниют. Да? Что такое? Занялся я этим заказом на Грифона. Ну и? Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица.
Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся. Что? А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди, возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Берегись! Сейчас ударит!
скотина! Холера! Быстрый! Не упускай его! Вот сука! Ясному! Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Например? Удар сверху из 8-й позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме.
Император поведет нас прямо на Новиград. Много работы нас тут ждет. Очень много. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет, нет, ради богов! Чего? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Урод. Хватит! Хватит! Пощады! Умоляю! Женщины Севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Хватит! Хватит уже! Пощады! Умоляю! Игла. Сидел дьявол на трубе. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Вот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то сё. Так ему чик-чик, башку